И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Накануне 25-летия разработчики решают выпустить загадочное обновление для CS2, которое весит почти 15 мегабайт. Что же оно скрывает и как связано с днем рождения серии? Будем разбираться, так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Хочешь продуктивно начать лето, то самое время испытать удачу и выбить классные скины на Hellstore, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Или же коинфлип, где ты один на один сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И, конечно же, краш, которым ставишь значение, и если линия ее прошла, то ты в шоколаде. Ну а если вдруг тебе не понравился выбитый скин, то всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Так что не теряй времени и заходи по ссылке в описании. Ну что же, несмотря на то, что день рождения серии будет 19 июня, многие в интернете уже включили режим ждуна и реагируют на каждый шорох разработчиков. Но выходит сегодняшнее обновление, которое, разумеется, всех ждунов расстроило. Однако, как это обычно бывает, сегодняшнее обновление является своего рода подготовкой к более крупному. Разумеется, предположительно к 25-летию. В коде наконец-таки засветилась новая строчка именно для CS2, которая связана с ивентами в игре, они же события. И да, в игре уже есть подобный тег, но он предназначен под крупные турниры, такие как Major. Так что да, возможно, на фоне всех утечек, такие как слитые карты и скины, что взяли в оборот Valve, все походит на некое событие. Помимо этого, в строчках кода засветились намеки на появление личной статистики. Да, скорее всего, разработчики параллельно работают еще и над возвращением CS360, которая была по подписке. На данный момент в игре уже есть заготовки меню для нее, которые находятся в игре еще с самой беты CS2. Но, к сожалению, сама панорама до сих пор не получила новые параметры вывода всех значений матча, что, собственно, разработчики втихую, по всей видимости, и делают. Также, исходя из файлов игры, нас ожидают дополнительные параметры оружия в будущем. Имеется в виду внутренние параметры для таких вещей, как разброс и дополнительные звуки или же эффекты оружия, благодаря которым разработчики смогут намного лучше контролировать поведение того или иного оружия. И это также бросает намек на то, что все эти манипуляции проводятся и для введения в игру нового оружия в будущем. Ну и помимо самого обновления, которое мы сегодня получили, в Steam начали создавать лоты для будущих предметов в игре для CS2. Они могут быть как продаваемые, так и непродаваемые, как медали. Однако, хоть новые предметы и получили свой ID в Steam, на данный момент они закрыты от публичного доступа. Кстати, чуть не забыл, также в коде игры был обнаружен дополнительный открывающийся магазин, наподобие того же турнирного магазина или же операции. И еще раз заранее оговорюсь, не все сказанное ранее относится к ближайшему будущему обновлению. Ну а напоследок хочу сказать, что на самом деле в игре за последний год было просто огромное количество утечек, которые можно собрать просто в великолепную операцию. Но, как вы знаете, нам доходят лишь строчки или какие-то упоминания, от чего неизвестно, что в итоге мы получим в ближайшее время. Будет это сама операция или же новый необычный ивент. И узнаем с вами уже совсем скоро. И, кстати, обязательно не забудьте посмотреть мой последний ролик с кучей новых утечек. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!